Вернемся сегодня к валютным новостям. Курс доллара решил не прислушиваться ко всем прошлым мерам, не внял сигналам из Кремля и продолжил расти даже при ключевой ставке в 13% и дополнительном налоге на экспортеров в 4%. Было принято два новых решения. Во-первых, Путин своим указом ввел обязательную продажу валютной выручки. Совершенно незаконная экспроприационная мера, которая заставила доллар немного задуматься, вернуться ближе к 90 рублям, но вскоре исчерпала себя и рост продолжился. Во-вторых, ЦБ поднял ставку еще выше, на этот раз до 15%, что на ситуацию не повлияло вообще никак. Давайте сегодня поговорим о том, почему явная политическая задача удерживать рубль дороже 1 американского цента хотя бы до марта месяца как-то не очень выполняется. И какие факторы давят на курс сильнее, чем ЦБ, Путин и правительство вместе взятые. Как ни странно, проблема рубля – это не аномалия, это возвращение в норму. Такой должна была быть ситуация уже 1,5 года как, но проявилась она только сейчас. Перед тем, как начнем, напоминаю, на этой неделе я буду в Лондоне, Берлине и Праге. Покупайте билеты, там у нас будет интересное мероприятие. Мы открыли недорогие билеты, льготные для студентов и беженцев. В общем, заходите на сайт по ссылке в описании. Начинаем. Проблема, которая мешала падению российской экономики и оттоку валюты из страны в прошлом году, западные санкции на движение российских денег, уже сегодня не является проблемой. Сегодня все, кому было нужно, нашли кривую, но надежную козу для вывода валюты в неограниченном количестве. Крипта, банковские счета в Армении, Казахстане и Дубае, левые юрлицы, липовые сделки. Если в самом начале войны и санкций каждый утопающий спасался сам, то 1,5 года спустя уже выстроена большая, могучая и очень гибкая теневая инфраструктура. С ее помощью можно удовлетворить любые потребности. Хоть $1000 сыну на литовскую карту бросить, хоть 100 миллионов на сейшельский офшорный счет. Как это обычно и бывает, весь могучий западный анти-мани-ландринг, все попытки контролировать движение капиталов так же эффективны, как стрельба из пушек по воробьям и затыкание пальцем плотины Гувера. Ведь когда сотни тысяч физических лиц и компаний замотивированы выводить бабки из России и легализовывать их вовне, они найдут способы. Собственно, создание особых финансовых сервисов под любые задачи и объемы началось сразу, как только прошел первый шок. И сегодня эти сервисы достигли совершенства. У этой всей штуки есть и обратная сторона, которая и заставляет курс сейчас расти. Российские власти при всем своем желании удержать в стране утекающую валюту не имеют такой возможности. Не могут они наглухо перекрыть поток долларов. Во-первых, технически это реализовать не так-то просто, почти невозможно уже сейчас. Во-вторых, через серую и черную инфраструктуру движется весь тот капитал, который позволяет российской экономике существовать под санкциями. Торговать нефтью, завозить параллельный импорт контейнерами и поездами, обеспечивать компонентами свою военную промышленность. Компания Apple официально поставила в Россию 0 айфонов 15 серии. Но в Москве и Питере, в любом крупном российском городе, они продаются просто везде. В торговых сетях, в пунктах выдачи. Прямо сейчас купить новый iPhone в Москве с Яндекс.Маркета гораздо проще и быстрее, чем в Европе с Амазона. Курьер доставит вам заказ за несколько часов. И стоят они не дороже. Вот я специально зашел посмотреть. В Германии новый 15-й iPhone 128 гигов 1100 евро. В Москве с доставкой новый 15-й iPhone 128 гигов 115 тысяч рублей. 1150 евро. Также и с остальным. Любые новинки европейского автопрома в наличии прямо в московских автосалонах. Ну да, может, стоят они подороже. Но ты можешь занести рубли в кассу и уехать на BMW, которая месяц назад сошла с конвейера. Предметы роскоши, которые в Европе с российским паспортом купить невозможно, в Москве приобретаются без проблем, только плати. По масштабам торговли любым импортом мы видим, что эпоха челноков закончилась, не успев возникнуть. Что истории о вывозе товара в багажниках легковых автомобилей – это сказки для маленьких детей. Контрабанда всего на свете давно стоит на индустриальных рельсах. А значит, деньги движутся огромные и движутся без перебоев. 115 тысяч рублей наличными, полученные курьером за iPhone, превращаются в доллары, евро или юани, лиры и выводятся на легальный зарубежный счет, с которого можно оплатить новую партию. Если бы на пути движения капиталов существовали проблемы, если бы деньги приходилось вывозить в покрышках грузовиков, столь масштабного рынка импортных товаров мы бы в России не видели.
Исключительная адаптивность российского бизнеса позволяет власти поддерживать иллюзию нормальности. Ведь ничто так явно не свидетельствует о тяжелом кризисе, как пустые полки. Но есть и побочный эффект. Абсолютно всем понятно, что от родного начальства можно в каждый момент времени ожидать любого финта ушами. Люди, занятые в серых схемах, они по жизни корм для всех на свете силовиков и бандитов, что в наших реалиях часто одно и то же. Люди, сидящие на больших мешках неучтенного кэша, не могут чувствовать себя в безопасности ни в одной стране мира, а уж в России особенно. Потому что одно дело обогащаться на войне и изоляции, и другое – держать деньги в воюющей стране, где забыты даже базовые приличия. Так что если уж ты нашел надежный и безопасный путь для движения капиталов, то надо потерять остатки разума, чтобы возвращать их в Россию в большем объеме, чем нужно оборотных средств. Вся мировая практика контроля за финансовыми потоками основана на международном взаимодействии, на обмене данными. На том, что ты можешь спросить: дорогая Франция, а правда, что цветочный магазин в деревне на 500 человек потратил на ремонт помещения 1 000 000 евро? А то его владелец у нас только из налогов списал. Когда же все документы до пересечения товаром российской границы заведомо липовые, то у тебя нет никакого шанса разобраться, что происходит. То ли этот товарищ гоняет деньги в пользу наполнения полок и функционирования экономики, то ли просто бабло палетами вывозят. Чтобы чип для ракеты и деньги на его покупку смогли пройти встречными курсами, они должны на каком-то этапе исчезнуть, стать чем-то другим. Иначе они не смогут проехать. Какие чудеса творятся в этом черном ящике, где оформляется каскад липовых сделок и несуществующих поставок по подложным накладным, западные правительства не знают. Но не знает и российское тоже. Короче говоря, после 24 февраля прошлого года должен был случиться невероятный по масштабам отток капитала из России. Санкции выстроили на пути этого капитала огромную стену, не дав рухнуть российской экономике. Сейчас в санкционной стене понаделано дыр и подземных ходов, и все, кто может, вывозят из России все, что можно. Люди, занятые сегодня бизнесом в России, могут как угодно относиться к Путину, к войне, в целом к происходящему. Но те, в чьих руках по-настоящему большие капиталы, не вчера родились и прекрасно понимают, что если и строить долгосрочные планы, то точно не в текущей ситуации и точно не при нынешней власти. Сейчас можно наловить рыбки в мутной воде и успеть свалить с деньгами до того, как тебя придут раскулачивать. В понедельник ты вроде как слуга царю, отец солдатам, пионер параллельного импорта, серого экспорта и отечественного производства, а в среду вдруг выясняется, что ты бюджеты разворовал, налоги не платил, прибыль утаивал, сорвал сроки поставок, а еще и ВСУ криптой финансировал. И те же самые люди, которые радостно на тебя обогащались, закатают тебя в асфальт безо всяких моральных терзаний. В России сложилась такая ситуация, что можно грести бабло лопатой, и еще останется. Но в любой момент черенок от этой лопаты может оказаться совсем не там, где ты ожидаешь. Орден от Путина, ударнику капиталистического труда, и визит ФСБшников с обыском могут случиться у нас в один день. Это обстоятельство побуждает людей держать любой заработанный доллар подальше от родины. И никакими решениями ЦБ эту реальность не победить. Впрочем, решениями ЦБ дело не ограничивается. Путин своим указом обязал экспортеров сдавать валютную выручку. Более того, ввел в отдельные компании уполномоченных, буквально комиссаров в кожаных тужурках, чтобы контролировали изъятие валютных излишков. Совершенно незаконная, но очень мощная мера, которая даже помогла рублю отыграть несколько процентов за несколько недель. Но ее эффективному применению препятствуют 3 важных обстоятельства. Во-первых, невозможно изъять то, чего ты не видишь. Если излишки от продажи нефти, перевезенные серыми танкерами, оседают на таких же серых счетах подставных компаний в глухих юрисдикциях, то сам черт концов не найдет. Во-вторых, экспортеры экспортерам рознь. Мы давно уже живем в режиме, где нет никакого единого правового поля, где правила зависят от финансового, административного и силового ресурса тех, кому они применяются. Так вот, собственники и руководство крупнейших российских нефтегазовых и промышленных экспортеров – это все сплошь деятели, которые умеют защищать свои интересы. Помните, как Игорь Иванович Сечин федерального министра трудоустроил библиотекарем в колонию? Легко себе представить, что произойдет с уполномоченным, которые засунут свой нос куда не положено совать. Третье важное обстоятельство про принудительную сдачу валюты. Такого рода действия лишний раз дают понять бизнесменам, завязанным на валютный рынок, что прекрасное мгновение очень скоро исчерпает себя, что государство за ними обязательно придет, а значит, нужно вывести все, пока не поздно.
У нас государство ртом говорит: обогащайтесь, развивайтесь, война, миллион новых возможностей по заработку без счета. И при этом руками шарит по чужим карманам. Кого бы еще обобрать? Логично, что словам его в такой ситуации доверять будут не слишком. Надо думать, все подспудно понимают, что до выборов-то эти упыри еще держат себя немножко в руках, а вот после марта 2024 года пойдет настоящая охота на тех, кто решил, будто схватил Бога за бороду и до конца жизни будет 100% прибыли зарабатывать на ввозе Теслы через Казахстан. Оттуда у нас и получается совершенно конкретная картинка. Ключевая ставка 15%, нефть $90, дополнительный налог на экспортеров 4%, обязательная продажа валютной выручки. А доллар испугался было. Падал аж до 92 рублей, но сейчас снова пошел в рост. Потому что давление фундаментальных факторов слишком сильно, чтобы можно было исправить положение пожарными мерами. Что дальше? Невозможно предсказывать валютный рынок. Но давайте просто перечислим, что мы знаем. Мы точно знаем, что монетарные меры удержания рубля исчерпаны. Видимо, были исчерпаны в тот момент, когда ставка стала двузначной. Увеличение ставки с 7,5% в конце июля до 12% в середине августа впечатлило валютный рынок. Рубль быстро и заметно вырос в цене. Следующее же повышение, сначала до 13%, а теперь до 15%, не оказали на курс существенного влияния. Ставка и без того сейчас запретительная. Сложно ждать, что дальнейшее ее повышение изменит хоть что-то. Насколько смогли высушить экономику от избытка рублей, настолько и высушить. Российское начальство не может ввести жесткий валютный контроль. Для продолжения войны, для производства самолетов, танков и ракет, для функционирования экономики в целом и потребительского сектора в частности, импорт должен идти бесперебойно. Как следствие, бесперебойно в другую сторону должны идти деньги на оплату того, что приезжает сюда. По тем же причинам невозможно обуздать бюджетные расходы и насыщение экономики рублями. Война с Украиной, пожалуй, самая ресурсоемкая в российской истории. Каждому солдату нужно платить от 2 и более средних московских зарплат ежемесячно. Смерть каждого солдата обходится в сумму, равную стоимости однушки в Выхино. Нужно содержать гигантскую индустрию обеспечения войны. Всех тех, кто строит танки, плавит сталь для танков, шьет трусы, возводит дома в Мариуполе и пишет комментарии ВКонтакте, как правильно родину любить. А еще нужно досыта кормить окружающую Путина элиту. Каждому олигарху должно перепасть столько госконтрактов, чтобы он и думать забыл о своих лондонских счетах. Чем ближе к выборам, тем больше денег придется просто раздавать бюджетникам, пенсионерам, сотрудникам госкомпании, семьям с детьми. На несколько предвыборных месяцев жизнь в стране должна стать лучше и веселее. Так что вырастут и региональные трансферты. Ведь надо подлатать школьные фасады, канализационные трубы, трамвайные пути. Там, где это возможно, создать иллюзию наведения порядка. Переизбрание Путина будет стоить не единичные миллиарды и даже не сотни миллиардов. Оно будет стоить целые проценты ВВП, которые будут закачиваться в экономику в очень короткий срок и будут давить на курс. Две задачи – раздать всем сестрам по серьгам и удержать доллар чуть ниже 100 рублей – не могут быть решены вместе. Значит, рубль, скорее всего, будет постепенно обесцениваться. Может и случиться обвальное падение. Из того, что видно сейчас, скорее нет. Правда, могут прийти дурные вести с нефтяного рынка. Мы уже не раз наблюдали, как нефть умеет дешеветь в несколько раз за несколько дней. И если сейчас она вдруг улетит ниже 50, то удерживать рубль станет нечем. Напомню, нынешняя кислая ситуация происходит на фоне ультрадорогой нефти при сверхдоходах от экспорта. Все нынешние меры по стабилизации курса из разряда экстренных. И долгосрочный прогноз дать довольно легко. При такой ставке, с такими драконовскими валютными ограничениями и регулированием жить нельзя. Можно дотянуть несколько месяцев до марта. Дальше выбора просто не будет. Симпатичная двузначность курса российского рубля уйдет в историю. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Лондон, Берлин, Прага, Париж, Лимассол, Амстердам, Вена, Цюрих, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.